Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке мы с вами будем вязать салфетку или подставку под горячее. Так, заготовочка у меня уже есть. Это круг, идеальный круг с столбиками с накидом. Как вязать такой круг и 3 варианта перехода на новый ряд у меня есть подробное видео. Ссылку я оставлю в описании под данным роликом. Там подробно все объясняю, 3 варианта показываю, и у вас получается вот такой вот круг столбиками с накидом. У меня здесь связано, сколько это, 6 рядов, да, в итоге получается 60 столбиков с накидом, то есть 60 петелек. Для нашего узора количество должно быть обязательно четным, но оно в любом случае получится четным. Итак, вязать буду шнурочком карамель бэби, вот этот цвет фисташковое мороженое, вот этот цвет алоэ. Шнур 2 миллиметра. Заказать такой шнур можно со скидкой 10% по моему промокоду. Все реквизиты оставлю в описании под роликом. Итак, начинаем. Да, еще понадобится нам крючок номер 3. Итак, начинать можно в любом месте. Заводим крючок под косичку, вытягиваем ниточку, да, и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее через одну пропуская, в следующую идем, соединительную петельку делаем. Вот такая получилась арочка. Делаем воздушную петлю и переходим, разворачиваем на изнанку. Далее будем вязать в технике тунисское вязание крючком, то есть мы будем вот так вот вытягивать петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сделали это 7 раз, чтобы на крючке было 8 петелек. Вот это первая у нас была, она и так была на крючке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее по 2 петельки двигаемся в обратном направлении, провязывая по 2 петли. Так, и набираем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Вытягиваем петельку. Все, сейчас нам понадобится новая ниточка. Я возьму тот же цвет, которым у меня связана сама салфетка. Так, смотрите. Отгибаем вот это у нас лицо, да, отгибаем на лицо и заходим вот в эту косичку, которую мы пропустили. Опять же, снова мы провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот как у нас получается. Вот этот зеленый хвостик, он у нас на изнанке. В любом случае на изнанке он. Мы поверх берем косичку вот так вот, чтобы этот хвостик был внутри этой косички. Пропускаем следующую петельку через одну. То есть мы все время будем вязать через одну, соединительной петлей, воздушная петля. И снова мы провязываем эти петельки тунисским способом. 1 провязали, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Все, то есть включая первую петельку, на крючке у меня 8 петель, да, по 2 я двигаюсь в обратном направлении. Провязываю снова 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И последнюю петельку я вытягиваю. Вот что у меня получается на лицевой стороне. С первой петельки подтяну. Вот у меня лицо. Снова светлую уводим. И поверх нее вот так вот. Да, чтобы светлое у нас было внизу, поверх нее зеленая идет. И зеленой мы снова делаем соединительную петельку через одну. Вот здесь у нас была белая, эту пропускаем. Следующую у нас идет соединительная петелька. Проверьте, чтобы
белая цепочка была под зеленой. Провязываем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и делаем снова арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, чтобы на крючке было 8 петель, включая первую нашу. Провязываем по 2, двигаемся в обратном направлении. И 1, 2, 3, 4, 5. Вытянули петлю. Так, не забываем. Теперь белая цепочка, забираем ее с изнанки. Она вот так вот закрывает зеленую. Опять же через одну соединительной петелькой. Вот как наши получаются арочки. Смотрите, какая красота. Сейчас еще раз провяжу с вами белую. Дальше будете вязать самостоятельно, а я покажу, как закончить вязание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петелек на крючке, по 2 вяжем в обратном направлении. 1, 2, 3, 4, 5, вытянули. Опять же, белая ниточка идет вот так вот внизу, сверху косичка зеленая. Если будете именно так вязать, эти такие волны будут правильно ложиться, то есть они будут идеально ровно лежать. Так, соединительной петлей, смотрите, вот волна идет именно под волной, вот таким вот образом. Так, вяжем по всему кругу. Я покажу потом, как закрыть красиво. Так, смотрите, практически все обвязала. Сейчас вам покажу, как закрываем, ну, почти закрываем. Так, довязываем до конца. Так на протяжении всего вязания я и делала. То есть, смотрите, белую косичку уводим вниз, поверх берем другой цвет, да. Сейчас. Так, одну пропускаем в следующую. Воздушная петля. Видите, у нас вот эта косичка белого цвета, она вот здесь внутри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петелек на крючке и по 2 идем в начало. Раз, 2, 3, 4, 5. Вытянули. Так, подходим к завершению. Зеленую внутрь. Берем вот этот хвостик белый. Смотрите, мы должны через одну петельку, да, туда, где самое начало. Соединительной петлей, воздушная. Провязываем все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, по 2 двигаемся назад. Так, и вот это беленькое, так у нас мы уже больше воздушные петли не набираем. А где у нас начиналось, где мы только начинали вязать белым цветом, да, мы берем вот таким вот образом. Делаем соединительную петельку, воздушная петля и обрезаем нашу нить.
вытянули. И этот хвостик мы уводим наизнанку, дальше спрячем. Так, смотрите, все как бы, да, но у нас там оставался еще хвостик из 5 воздушных петелек. В принципе, мы его распускаем и просто берем, сделаем соединительную петельку за зеленую петлю. И все. С изнаночной стороны мы это делаем. Все, воздушная петля, и снова обрезаем нить. Все, теперь все на своих местах. Сейчас спрячу хвостики красиво, покажу, что получилось. Вы иногда пишете, что делать с хвостиками. Да, здесь все просто. Вот смотрите, хвостики выведены на изнаночную сторону. Если у вас эта пряжа, вы просто красиво их прячете глубоко, да. Но у меня это полиэфирный шнур, который я вот так вот немножко заправила, обрезала, и дальше у меня идет зажигалочка. Когда это пряжа, вы просто глубоко спрятали хвостики. То же самое делаем с этим хвостиком. Вот как выглядит подставка под горячее, салфетка. Край такой прям объемный получается. Смотрите, его когда ложишь на стол, салфеточку, да, она сразу принимает сама нужную форму. Как я люблю вязать ковры. У меня второй канал, кстати, я оставлю ссылку в описании. Там есть много ковров, много сумок. Я вообще любитель вязать ковры. Так это идеальная обвязка для ковров, которые массивные, за которую не будешь спотыкаться. Ну, очень красиво. Как бы можно и коврик обвязать, и салфетку, и подставку под горячее. Вот изнанка. Так как мы красиво прятали, переплетали нить, у нас изнанка тоже одинаковая. Вот лицевая сторона. Здесь даже ничего не надо. Не надо делать влажно-тепловую обработку. То есть вы ее положили, она у вас идеально легла. Если был полезен мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.